Всем доброй ночи. Тот ритуал, который я хочу сейчас вам представить и показать, относится к наномагии. Я уже объяснила, что это такое. Это осовремененная магия, то есть магия, которая с помощью древних понятий связывается к современным вещам. Мир меняется. Мы не живем в средние века. Мы живем в 21 веке. Мы берем за основу древнюю магию. Она самая сильная, самая проверенная, выдержанная. Но применяем к новым временам, к новым вещам, к новым свершениям, к новым изобретениям человека. Потому что все, что вокруг нас, это магия. Все взаимосвязано. Если в древние времена люди с помощью птиц заклинали себе богатство, связывая себя с небесной сферой через птицы, которые летают, сегодня человек может связать себя с высшими сферами и получить помощь оттуда с помощью железных птиц. Итак, что мы получаем через эти железные птицы? Если человек ждет работу, он уезжает на эту работу на железной птице, то есть на самолете. Если человек ждет почту, подарки, он получает эти подарки и почту через железную птицу, через самолет. Если человек получает денежные переводы, он получает через небесную сферу, то есть через банковскую систему, которая в любом случае передается через воздушные сообщения. Потому что с одного банка на другой, когда перевозят определенную сумму денег, рассчитанную уже, после переводов и отправок, в любом случае перевозят на самолете. Если ваша работа связана с переездами, если ваша работа связана с командировками с помощью железных птиц, точно так же это все связывается между собой. Если к вам должны прилететь деньги, подарки, возможности, люди самолетами, это тоже идеальный вариант, чтобы провести этот ритуал. В любом случае закрепить свою связь с железными птицами, то есть сферами, высшими сферами, не лишнее. Для этого ритуала вам понадобится синяя свеча и белая свеча. Синяя свеча – это символ неба, белая – символ облаков. И вообще чистоты и небесных сфер. Кроме того, вам понадобится благовоние. Это фомиам называется. Немножко необычное благовоние, но вы можете просто ароматные палки взять. Так. Ну, еще можно конусообразно. Одним словом, благовоние, чтобы воздух насыщался ароматным запахом, дымом благовоний. Но в то же самое время вы должны открыть окно, я сейчас не буду открывать, и читать, глядя на небо. За короткое время вы увидите, что вам принесут железные птицы на своих крыльях, что вам дадут небесные сферы, какую помощь они вам окажут. Даже человек, который никак не связан с самолетами, с сферами, высшими сферами, даже для него наступит удачная пара и время. Пора, да, извиняюсь, не пара. 2 часа ночи имею право и устать. Итак, глядя на небо, читаем. После этого нужно потушить свечи. Читать нужно 3 раза. Я прочитаю 1 раз. «О небо, ты свободна и открыта, но в тебе вечная тайна сокрыта. Ты небо, обиталище птицы железной. Через ту птицу мир стань мне полезным.
Тебе, птица железная, тебя, птица железная, душой наделяю. И через тебя с миром богатство, связь укрепляю. Через железных птиц в небесах дары и деньги я получаю. Железная птица в небесах мою связь с другими птицами железными укрепи и усиль. Пусть самолеты, что небеса покоряют, мне привозят дары, связи и деньги. Я закрепляю через железных птиц свою связь со сферами. И через эти сферы жду и получаю деньги, связи, дары и новые возможности. Железные птицы, мне богатство несите на крыльях своих. Мне удачу умчите. Да будет по-моему, как я сказала. Заклято, заклято, заклято. Прочитали, потушите свечи и оставьте благовоние догореть. Через некоторое время с высшими сферами, в которых обитают железные птицы, у вас будет налажена связь. И чем чаще вы будете читать это, тем сильнее будет ваша связь. И вы можете от железных птиц, то есть от самолетов, получать только дары, только подарки, только помощь, новые знакомства, новых друзей и прочее, прочее. Это укрепляет сферу с иными странами, с другими странами, заморскими, грубо говоря. Понимаете, это не связано только с самолетами. Вы как бы свою энергию отдаете вот этим передвигающимся объектам, через них усиливаете себя. То есть через них вы постоянно обновляете и активизируете вот эту энергию, которая ходит туда-сюда и возвращается к вам удачей. Всем удачи!